Жуковский район, Бедбуловский сельсовет, колхоз Мамчук. Арабамен келдилер, приехали, вещи погрузили. И станция Вонька, вагон погрузили и отправили. Ну давай собирайте вещи, давай выселимся. И на Арбы, и на Воньку, в вагон. Быстрее собирайтесь и все. Что могли, то брали. Бабам dedi давай зерно грузи. Bir kapçık он, buğday, и масло вахтанов, бутылочные май май. И давай, говорит, не забывайте, давай сепаратор тоже заберем. Сепараторны aldık biz. Домашние вещи, bir yastık, bir tane подушка aldık, et постель, bir tane одеяло. А подушки, ağam костюмları, вместе подушки, şu костюмlarını aldık. Пока тесто, место hepsi готовый, бaba вагон çölde toxtadılar. Toxtatıp, кто успел, подготовить. И пешком, не болса да, раз-два. А то нет, давай бегом, опять вагон. В Узбекистан приехали, станция Китап. На конечной, больше, да, железной дороги больше нету там. Ну, бабам это, арабамен келдили и разгружали, кто куда. Откуда мы знаем, кто Китап попал, кто Шахрзябс попал. А бабам это, dedi, bu машинаға мінейік, машина, наверное, бір жақсы жерге алып барар деді. Оказывается, Сарабағанда ұзақ екен, горный местері. А машина до конца, туда уже больше дороги нет. Машина до конца алып бардар, больше машина и не едет уже туда. Колхоз барып, там разгрузили нас. Через речку, в общем, речка, колхозовшим разделили, ортадан речка ақайды, Сударья. Біздің там такая комната, двери вверху, шпилька, и вверху қапысы. Пенделер жоқ, печка жоқ. Там крыши были ровные, не откосын. Каждый қар жауғанда давай лопатой разгружай. Азбар біздің баламан тутовник был большой. Под тутовником лежит малярия. Вот как приехали, малярия заболела, потом хаслат. И Раис пришел на лошади, под деревом лежал. Давай на работу. Он ты не может, кнутом хотели побить. Ты не хочешь, говорит, работать. Он вставать не может. Что две семьи там жили. Вот это брезент. Асан наш көде шолар тұр еді, бияғында біз тұр едік. А бабасы манасы оғылы аштан өлді, с голода не өлді. Неделю один раз паёк давали, 1 кило. Паёк, да, короче говоря. Шабаня шадақсын, вам вақытта, как приехали, банана резал, вот свип сатенти, короче говоря. Она что малолетние нас ятты шайтырмады. Сидяках, пши туда-сюда бегает. Мужчины нет, одни женщины, дети. Бабам өлді раметлі. Хоронит, а пахайлармен горки там, не горы, горки, холмы. А пахайлармен кішкере елуға қойдық. Женщины похоронили, короче говоря, бабамна. В одном доме жили. В одной комнате пополам разделенный этим вот он. Брезент просто натянули. Брезентом натянули, пополам Бір разделенный. қашығын сора еді. Мы не так голодовали, конечно, у нас немножко было. Білезігін де саттық, сергілерін де саттық, сетін де саттық. Үнжір жерлер бойында байлаған, тонкий үнжір. Золотые часы были. Дукат саттық, он да саттық, все распродали. Нас выручил что? Сепаратор. Колхозы тогда сепаратора не было здесь. Сепараторына берді, бұға колхоз бізге сын бұғдай берді. Zaman бұғдай береді. Мы жили в Узбекистане, да. Колхоз Паландара, колхоз Бурметан.
Сельсовет Совет, болған. да. А колхоз бөлмесіне береді. Китап от нас 25 километров было. В неделю один раз китапқа базарға келедік. Там участок дали нам, азғана yüzüm бар еді. Алайдық 5-6 килограмм на плечо и китапқа кетіреді. Каждый неделю один раз. Чтобы yüzümді сатайдық, потом 1,5 килограмм или 2 килограмм, или килограмм муку. И соль там полкилограмм, и назад. Рано таңда шығар едік. Таңда шығар едік. Закат солнце үйге қайтып келедік. 25 километр пешком. Топрақ, здесь колючка, босиком. Она улетит по машины мыть, помогать там. И там тоже дрова продавал, водопая продавал. Директе бар еді, құрғап тапқанын. Алып келедік, базарға сатайдым. Водопая алып келіп сатайдым. Базар күні суп сатайдым. Вот так я вырос. Анам хаста. Ағанда қатына пішетті бензаватқа. Анасын анда бензаватқа кіргендесін. Орды саттық, водопая саттық, суп саттым базарда. Мембет Ахайнен екеуі колхозда шалғы шабайды, Илябай. Кушать надо. Илябай вот такой косой, трава косой. Лилябай, это ваша сестра, да, Фарбова? Родная сестра. 15, она старше меня 5 лет. Он ағам Бензаводқа келіп кіргеннен соң, туда переехали, там жили спокойно. Рауан алғасын қашты мен. Өзім заводыма келдім. Заводқа келгеннен соң маған полуторка берділер, анауындан соң деп там и приземлил где-то в заводе. Потом уже на машине стал ездить. У всех дали пункт бар еді бізде, венпункт. Военкадан Орловкаға өттім мен. Біздің кой жоқ. Мельница был, тоже нет. Снесли там кукурузы и семечки посадили. Заровняли. Мезарлық та жоқ. Кладбище тоже нет. В общем, ровная земля. Бір бугор бар еді, тот бугор үстінде маяк, ту темірде тұра, бугор қалсалды. Кой жоқ вообще. Не кладбище бар, не мельница бар, не больше. Заровняли кукурузы, семечки посадили. Койымыз жоқ. Өттім о жерден. Около 30 много не было. Колбаса бір 30 үй бар еді. Маленький деревья.